Пошли. Всем большой привет. Как у вас дела? Гоняешь? Молодец, давай, давай. Малыш. Ха! Красавчик ты наш, а? Гоняйте котов. А? Вот так, чтобы никто не прошел. Правильно? А? Кто-то спросил за имя. Ему уже мы давно дали. Вот. Назвали мы его Малыш. Да? Малышовая собака, мы поэтому говорим. Малышовая собака, да. Малыш. Так, что у нас? Да у нас все нормально, как вы видели, да, мы приступили к утеплению нашей мастерской. Был дождь, вот, все такое хмурое, серое. Кто шнур утащил, а? Кто утащил? Не это, шнур кто утащил? Дает. С утра, смотрите, как четко роса на них, а? Вообще, бомба, бомба. Вовремя я успел наши отливчики поставить, прям вообще. Ну и хотя и до этого дожди были. Сейчас нужно будет убирать защитную пленку с нашего фасада. Ну не сейчас, чуть попозже мы утеплимся и потом уже это все уберется. И у нас тут будет красота. Красотища. Кстати, отливы зашли. Многим прям понравились, как они встали, как они получились. Вот не только вам, но и мне они безумно понравились. У нас вот так все чутенько уже. Все по красоте. Все, теперь за те капельки, за ту воду я не переживаю. Вот, что она у нас пройдет. Здесь вот, как видите, вот, желтенькое пятно. Это еще с того раза, когда был сильный ливень. Теперь уже все у нас здесь защищено. Фасад будет чистый, классный, да? Вообще. Так, аккуратно здесь, смотри, ничего не таскай. Потом я ничего не найду. Ты как ребенок. Схватил и понес. Так, ну что, вот такая у нас красота получилась. Вот, одну часть из наших стенок мы утеплили. Почему? Начал отсюда. Вот, и честно, хотел сначала начать с этой стороны. Вот, но глядя просто вот на это все, друзья, на это все. На то, на это, на весь этот инструмент, который у нас лежит сейчас где? Все верно, да, на полу. Мне пришла такая мысль. Вот. Можно утеплить сначала эту сторону. Кстати, утепляем мы техноплексом. Толщина у нас 5. Все хорошо, все отлично. Клеили мы на клей пену. Вот. И чтобы у нас наши листы никуда не убежали, я поехал, взял саморезы. Вот такие по металлу. И в наши листы по шиферу я засверливался. Вот, потому что сделать обычными саморезами это бы не получилось. И листы кое-где, соответственно, у нас играли. Нужно было их прижимать. Поэтому я вот так справился. Теперь можно их выкрутить. Все, клей, пена намертво все это приклеило. Никуда они не денутся. Все, здесь у нас уже, в принципе, ничего делать не надо. Кстати, клей пену я использовал. Клей пена больше всего мои фавориты. Это был Техно Николь и Кудо фирма. Вот, но в этот раз мне Техно Николь вообще не зашел. Попалась пена вот такая, она у нас идет серого цвета. Ну, за серый цвет, ладно, она, когда с пистолета выходит, она вот такого даже клееобразного. То бишь, нанесение, не скажу, что комфортно, она как вот жвачка тянется, вот как-то не так, как раньше было. Раньше было совсем по-другому, не знаю, может состав другой. И здесь взял вот на пробу новый бренд Zigger. Цена здесь 510 рублей. А здесь сейчас посмотрим, где цена на Техно Николь. О, а цены-то нету. Но я знаю, что она стоила на 100 рублей дороже. Даже, по-моему, на 110 рублей. 610, по-моему, или 640. А это 510. Ну, еще было тоже за 600. Zigger, я не знаю, первый раз. Ну, я вам скажу, он мне понравился. Он мне напомнил Техно Николь, как раньше был. Вот, пена нормально, кстати, наносилась. Клей-пена расширялась. Просто есть два вида клей-пен, которые вообще почти не расширяются. Вот вы их нанесли, они, знаете, внутри как будто их
растворителем чем-то съела, и потом даже, возможно, какие-то пустоты. А эта клей-пена, она выходит, все-таки она дает определенное расширение. Пеноплекс ваш не, как сказать, не выталкивает, не разбухает, как от обычной монтажной пены. А в этот раз, я не знаю, Технониколь что-то мне прям вообще не зашел. Ну, посмотрим, как дальше пойдет. Вот. Утеплили, уже хорошо, уже отлично. Мы потом это все срежем. Единственное, вот теперь у меня вопрос стоит о том, что нам делать с этой со стеной. Вот. Самое стандартное было это нам применить фасадную сетку, и все мы это склеим, заармируем. Вот. И потом просто покрасим в белый цвет. Вот. Думаю, это только самый такой оптимальный вариант, потому что просто покрасить пеноплекс. Снизу ладно, где будет стеллажи, вот, там, как бы даже сильно не видно будет. Сверху это, наверное, не совсем будет вау смотреться. Но посмотрим. Да. В любом случае, тут перетяжка. Заармировать все это недолго. Делов-то, не знаю, на полчаса, я думаю. Вот. Почему начал отсюда? Здесь, получается, у нас же все утеплено, все готово. У нас снаружи стена утеплена. Вот. И теперь я здесь планирую сделать стеллажи. Сварить стеллажи из металлопрофиля. У нас, кстати, почти размеры прям готовы. Вот сейчас просто приваривать сюда металлопрофиль, да, с этой стороны вот сюда. Вот. И сверху мы уже будем все это плитами ОСБ либо ДСП застилать, потому что у нас еще есть вот такие моменты. Вот старых кроватей, видите, под матрас вот эти листы стелились, и они отлично пойдут на полки наши, потому что тут толщина у нас не маленькая, соответственно мы их все покрасим, все будет четенько, все будет беленько, чистенько, аккуратненько. Вот, и мы сделаем сейчас полки, получается раз, два, три или 4 стеллажа мы сделаем вот сюда, и у нас уже получается здесь, можно сказать, завершение. И потом, что мы сделаем? Мы возьмем весь наш инструмент, да, который валяется у нас на полу, весь. Мы сюда поставим его на наши стеллажи. И уже мы будем спокойно работать в нашей мастерской. Под ногами у нас ничего не будет находиться. Мы все будем утеплять, армировать, красить. Вот. По-моему, здорово, классно, отличная идея. Такие планы, такие задачи. Поэтому, я думаю, будет, как всегда, интересно. Да, и нужно будет поехать забрать нашу посылочку. Помните, я говорил, пришел инфракрасный обогреватель. Вот я заказал нам сюда на мастерскую. Нужно будет его установить. Так что, такие дела. Погнали, вперед.
Ра-па-па-па-ра-па-па. Малыш, на чё рвать, а? Собака-барабака. Так, ну что мы? Немного поработали, размялись, да. Уже у нас опаньки, а? Смотрите, какая красота. Беленькая наша стена. Ничего, она еще подсохнет и станет прям намного белее. А вот, сразу поясню, что это не гипсовая штукатурка, что это не шпаклевка, вот, потому что многие, возможно, путают. А вот, дело в том, что белый плиточный клей я применял на отделку нашего прекрасного фасада, который скоро будет радовать нас. Вот он, да? Вот видите, какие беленькие стены. Заказывал клей этот очень давно. Заходи, заходи. Клей заказывал давно, и там у меня уже осталось 1,5 мешка. Его и применить некуда было, вот, потому что сейчас как бы с ним, которые работы должны были проводиться, пока они сейчас невозможны в связи уже с погодными условиями, да и вообще, это у нас уже весной мы будем дальнейшую отделку нашего дома делать, край, который у нас остался за поворотом, да, утепление и продолжение, все прочее, прочее. Также цоколь, вот, после того, как двор мы выровняем. Но к этому времени этот уже клей бы там весь пропал бы, потому что уже образовывались мелкие такие камушки. Вот, и поэтому я решил его применить сюда. Во-первых, он очень прочный, очень. Он нереально крепкий, прочный. Это у нас, кстати, фирма Litox. Litox фирма, либо Litox. Белый плиточный клей. Брал его давно, друзья. Еще по 800 или по 900 рублей за мешок. Вот, это вообще применяется клей для бассейнов. Влагостойкий, морозостойкий. Да? Вот. И я решил применить его сюда, потому что я в дальнейшем хотел покрасить стены, а вот сейчас с данным клеем можно, в принципе, даже этого не делать. Цена будет светлая, белая, и прям вообще классно получилось. Еще раз говорю, он подсохнет, и будет вообще прям здорово. Я прям вижу, когда мы всю покрасим нашу мастерскую, все вот доведем, уже будет красота, да-да, все будет совсем по-другому. Вот, не как сейчас. Да, и заармировал наш пеноплекс. Кто-то скажет, было и так оставить. Ну, во-первых, он пеноплекс пожароопасный. Если кто говорит, что пеноплекс не горит, друзья, он еще как горит. Я вам как-нибудь покажу, как он горит. Ну и опять же, мне сейчас варить наши полки, стеллажи наши, да. Ну и сварка будет лететь, сейчас все будет в дырах, будет тлеть, и потом, не дай бог, где-нибудь вспыхнет, загорит. Поэтому дополнительно, что такое? Все я заармировал, вот, клеем. Теперь нормально, спокойненько мы можем приступить к нашим сварным работам. То бишь наш материал уже пеноплекс никак не будет поврежден. Сразу отвечу, потому что будет миллион вопросов. Пеноплекс внутри помещения нельзя утеплять, друзья. Ну, нельзя, не утепляйте. Я утепляю. Вот. Я вам так скажу, делайте так, как считаете нужно. А может у кого-то там и в стене там и сырость, и влага. Мне что только не говорили, что от теплых полов будет сырость, что вообще там хана моему дому. Ну, прекрасно дом себя чувствует. Наш дом весь полностью утеплен. Вот, он стал намного теплее, летом прохладней. И никаких проблем мы не ощущаем. Вот, но вдобавок к этому сразу говорите, подождите, пройдет 2-3 года. Проходит 2-3 года, люди живут, кайфуют в своих теплых прекрасных домах. Они говорят, сейчас еще пару годков поживите, по одному видите. И люди живут и 5, и 10 лет, и все прекрасно, все здорово и все классно. Поэтому там ничего страшного нету, тем более я здесь жить не собираюсь, здесь наша мастерская. Хотя всякое бывает. Ну я так скажу. И пенопласт, и пеноплекс очень многие применяют внутри помещения. Вот. И утепляет дополнительно стены, и потолки, и прочее, прочее. Ничего такого страшного не происходит. Если у вас грамотная, хорошая вентиляция, приток воздуха хороший, то ничего вам не страшно. Ну да ладно, на этом не будем мы останавливаться, да? Та-ри-та-та. Тарушечка. Все классненько. Все наши сейчас стеллажи мы будем делать. Здесь что-то мне прям просится какая-нибудь рабочая небольшая зона, вот так буквально, да, метр. И здесь какой-нибудь станочек вот точильный поставить
топоры, ножи точить, что-нибудь такое. Здесь, во-первых, всегда светло, потому что наши шикарные окна. Вообще у нас мастерская получилась бомбезная. Я даже когда выхожу из дома, да, смотрю в это окно, такое ощущение, я всегда захожу сюда, мне кажется, что я забыл выключить свет, потому что вот этот свет, который сверху попадает, вот, он столько дает света, и вот оттуда прекрасно видно вот всю нашу мастерскую. И плюс дополнительно вот эти еще окна. Поэтому я пока очень рад. Вот, надеюсь, вы тоже вместе со мной. Да? Малыш, ты тоже помогал, а? Ты тоже помогал, а? Ты тоже помогал, да? А? Хватит облизывать. Поедем собираться. Возьмем бабуську. Наталье нужно заехать, там продукты купить. Ну и я еще раз говорю, заберу свой обогреватель. Вот, мы его сегодня установим, подключим, проверим, как он работает. Это, не знаю, первый раз для меня будет такая, как сказать, не то что новинка, я слышал об этом, но вроде, знаете, как-то мне казалось, что это фигня такая, да, вот, что там инфракрасный, он что-то будет греть. Вот. Но потом, как бы, изучив информацию, я понял, что это весьма неплохие, классные обогреватели, которые, во-первых, не сушат воздух. Вот, очень многие их меняют, также и в жилых помещениях, в доме устанавливают, и они очень безопасны. Ну да ладно, в плане безопасности я тоже заказал там пару автоматов. Вот, у меня там сюда мы их установим, и нужно будет завести электричество, да, нужно будет проводку сюда завести, уже плавненько потом уже ее разводить. Ну, после того, когда утеплю я. Вот. В этом плане. Возможно, мы даже... Ну ладно, там посмотрим. Да, малыш? Погнали. Давай, погнали. Тарушечки. Кто это порвал, а? Кто это порвал? Кто это сделал? А? Смотри сюда. Это кто сделал? Что ты? Кто это сделал? Кто это сделал? А? Пошли. Угу. Что-то погода портится, наверное, дождик так бомбанет. А? Бомбанет. Тёмыча я отвез. Сегодня последний день. Все, потом каникулы, как я понял. Вчера дневники сдали, они сегодня четвертные выставляют. Поэтому посмотрим, что там у него за оценки. Вот у нашего капитального красавца. Да, папа, готовый? Да. Иди сюда. Иди ко мне, мама. Ух. Ничего. Привет, поедем? Мама, иди сюда. Это Баряна корм, да, рассыпала? Поедем на машине? Да. Поедем? Куда? Давайте. В магазин? Да. Вперед, да? Вперед. Да? Да, поцелуйку. Все, погнали? Так, все, мы погнали, друзья. Приедем и продолжим активно работать. Так что все, оставайтесь с нами, да, с нами, как всегда, интересно. Оба-на, а где? Так, мы уже дома. Вот, все нормально. Пришлось Наталью отвезти с бабуськой домой, потом поехать за Тёмычем и уже забрать все наши посылочки, потому что обогреватель, что-то я как-то про габариты забыл, он у нас не маленький, и пришлось заднее сиденье откидывать, его заносить с багажника. Заехал еще, взял под него крепление, потому что у нас будет вешаться. Хотя, о чем я говорю, пойдемте, я вам все покажу. Что там, малышова собака? Пойдем. Так, по Тёмычу все нормально, все на каникулы, на недельку. По четвертным все хорошо, троек нет, в основном пятерки, поэтому красавчик. Малыш, пойдем. Да-да. Малыш, пойдем. Наши помощники, наше тепло, наш свет, наша защита и многое другое. Сегодня у нас такой важный, интересный груз. Вообще я кайфую вот этих перчаток. Посмотрите, что за красота. Вот, теперь мои руки не будут обгорать. Посмотрите, какие перчатки. Они, кстати, внутри теплые, классные. Я к зиме готов. Вот, если честно, прям фэшн, да? Красота. Смотрите, а? Что за вообще, а?
бомбовские. Даже в них не хочется, знаете, брать и что-то варить, потому что они выглядят, я вам скажу, очень модно. Такие краги, поэтому все, руки мои защищены. Такого ожога, никаких у нас там брызг сварных не будет. Все будет классно. Четкий, давно я их хотел, приобрел от души. Сжатель для электрода вместе с кабелем взял 5-метровый. Уже длинный, вот такой заказал, готовый, ГОСТовский, стандартный, все. Теперь я не буду коротышом, знаете, мучиться, потому что стандартные в сварках, там, будь то и полуавтомат, будь то обычная дуговая сварка, на них держатели очень короткие, в основном делают 2-3 метра. Здесь я взял 5-метровый, уже будет четенько, уже будет намного проще и быстрее мне варить. Потом наши автоматики взял я защиту, 2 вот таких автомата, о них чуть позже, мы их тоже обязательно поставим. Это на нашу мастерскую. Ударная у меня новая дрель. Моя прошлая уже подустала уже неплохо. И для мастерской мне нужна хорошая дрель. Вот дрель есть, тоже мы посмотрим. Точильный станок. Давно я его хотел, все-таки я его приобрел. Классная, хорошая, нужная вещь. Пары, ножи, все что угодно точить. Не обязательно это должны быть какие-то предметы, чтобы наточить, сделать острыми, а также дополнительно обработать какой-то металл, дерево и прочее. Вот тоже все увидите, все покажу. Вот, ну и конечно же электролобзик в мастерской нужен обязательно. Вот, ну забыл самый главный. Это ладно, это там наши крохи пришли, это все хорошо. Вот он, наш сегодняшний герой. Это инфракрасный обогреватель ИКО 2000. В общем, что по нему? Мощность у нас 2 киловатта, напряжение 220-230, стандартный вес у нас почти 10 килограмм. Вот, размер прибора, как вы видите, 1610 на 260 на 48, класс защиты IP20. Вот такая штука, здесь у нас цепи, есть книжка и сам наш обогреватель инфракрасный. Нам его должно хватить с головой. Будем вешать мы его на наш потолок, крепить на плиту USB. Я уже говорил, я заехал в магазин, вот, и взял вот такие крючки. Такие крючки, я думаю, что выдержат, должны выдержать, по крайней мере. Вот, тем более мы сделаем, их закрепим не в сам USB, потому что у нас плиты 0,9 мм, поэтому, не знаю, возможно, потом где-то разболтаются, вылетят, хотя навряд ли. Можно сделать прямо в сами балки, где были. У нас есть возможность туда закрепиться, вот, и будем использовать вот такие цепи, поэтому и обогреватель у нас будет подвесной. Вот, все это мы сейчас закрепим, посмотрим, вот, ну и вам, конечно же, покажем. Ну а дальше продолжим дальше строить нашу прекрасную мастерскую. Смотрите, как уже, да, уже клей начинает белеть, а? Вот здесь, где свет попадает, вообще четко. И красить не надо, скажите. Прям классно, да, малыш? Четенько, да? Смотрите, опа, от рушечки. Что, погнали, да? А? Малыш, погнали.
надо окна закрыть. Я варил просто форточку. Надо, кстати, петли поставить, чтобы постоянно не высовывать. На петли сделать, все. А так вентиляция хорошая. Ну, дополнительно будет еще принудительная, потому что здесь много что мы будем делать, и варить, и солить, и красить. Так, ну время уже у нас подходит к концу. Я уже что-то заработался, если честно. Прям нормальненько от души. Смотрите, как она светлее стала. Уже четенько здесь все. Наталья стоит и не понимает, о чем я. Она же здесь не была. Вот. В смысле, я здесь не была? Ну ты же ничего не видела. Тут уже стена утепленная, клей уже подвысыхает, он прям белый становится, поэтому его даже красить смысла нет. Так, что по каркасу, сейчас все объясню. Давайте по нашим помощникам немного мы пробегимся. Станок неплохой, я бы даже сказал отличный. Все, что от него требуется, он все выполняет. Единственное, что здесь нужно, конечно же, его крепить на хороший стол, чтобы стол, вот это у нас выполняет роль столешницы, она у нас болтается, и при этом здесь обороты хорошие, начинает идти вибрация, поэтому он должен быть жестко закреплен. А так все отлично, классно, что есть дополнительное освещение, вот лампочка горит, вот. Ну, и хотя здесь тоже будет хорошее, единственное, я посмотрю, возможно, и сюда заменить на светодиод, тогда вообще был супер в этом плане, а так все хорошо. Точильные диски можно поменять, один можно оставить вот такой, а другой, к примеру, взять, поставить, ну, любой, какой захотите. Они легкостью меняются, кожух снимается, вот в этом плане отлично, я доволен, прям ждал его, да и в принципе он точит неплохо. Где наш топорик, вот смотрите, можно резать колбасу, вот. А что ты смеешься? Я реально видел, как люди топором режут колбасу. Ничуть не хуже. Потому что топоры, которые мы покупаем, они изначально идут неточные, такие обычные. И здесь очень толстый металл, поэтому нужно его подточить, чтобы вот чем тоньше лезвие, да, тем он вот острее. Вот. Ножики также. Ну, у меня еще есть маленькая точильная. Я ее, может, показываю. Вот такие. Тут завал скорее на полквет. От бренда Вихрь, вот наша точильня, ну мини, да, под ножи, я ее уже показывал, прям зашла, и я ее советую, здесь и сверла можно точить, и ножницы, прям нормально, вы тогда тоже все это. Так, по инфракрасному обогревателю я его еще не запускал, дело в том, что к нему еще мне нужно будет взять, докупить терморегулятор, потому что мне же нужно регулировать температуру, а то здесь буду, не знаю, в одних шортах ходить. Вот. Ну и опять же сейчас смысла его запускать, говорить так нет, потому что здание не утепленное, понимаете, у него везде там сквозняки, дыры, и говорить роль того, будет ли здесь отапливать или нет, как-то неправильно. И чуть позже я обязательно покажу по нему, вот, как здесь тепло от него или нет. А так монтаж классно, все монтируется. Все четненько, выглядит, кстати, тоже вполне эстетично. Автоматы мы тоже обязательно наши поставим защиты, о них я тоже расскажу, когда мы вот заведем электрицу, обязательно. Два наших друга. Ударная дрель от Рисанты, здесь как бы много разговаривать не надо, бренд всеми знакомый, хороший, надежный, все есть, регулировка оборотов есть. Есть также ударная, соответственно, функция, включаем, вот, и сверлим с ударом, соответственно, это в основном применяется бетон, когда мы делаем, да, а так есть обычное сверление. Вот. В этом плане все хорошо, по сборке все отлично, все четенько, все классно подогнано, есть прорезиновая ручка, очень удобно держать, также есть вот дополнительная ручка и навес весьма приятный, вот. Руку не утяжеляет. Электролобзик, это тоже нужная вещь у нас будет здесь в мастерской. Где-то вырезать угол, подрезать, круг вырезать, определенную какую-то мелкую вещь. Вот здесь вообще незаменимо. В этом плане все хорошо, по сборке уже все отлично. Дополнительно есть луч с лазером, также есть подсветка, что его прекрасно видно. И есть ограничитель. Как вы видите, ограничитель. Вот, чтобы можно подвинуть ваш
лобзик никуда не убежал, как вы видите, на торцовочной пиле спокойненько пошли и пили. Единственное, нужно будет купить полотна. Здесь полотна, пилки хорошие, и в этом плане все отлично, ну, цены не будет. 5 лет гарантия на Ресанту, это у нас на все, что вы видели. Точильный станок, и ударная дрель, и сам лобзик. Вот, мы еще много чем поработаем. Также здесь можно подсоединить под строительный пылесос, чтобы не было мусора. Молодцы, молодцы. В этом плане все хорошо. Краги. Если честно, их жалко было одевать, потому что они такие моднявые. Но они очень теплые. Теплые. Вот на улице работать, когда морозец, вообще класс. Класс. Это чистая кожа и внутри теплая. Фэшн, да? Классный. На самом деле удобный. Ну, еще немного, как сказать, разработаются они, потому что даже вот новые перчатки вот беру с Экспресса, они немного пока вот. А так кожа разработается, станет более мягкой и работать будет вообще одно удовольствие. А так очень теплый. Теплый, и сами понимаете, искра когда летит, все руки полностью защищены в этом плане. Вот, прям вообще советую. Так, и мой удлинитель. Вот это вообще, что я раньше не купил, я не знаю, мучился с этим коротышом. Посмотрите, взял 5-метровый, сколько мне надо. Вот, сейчас я его распутаю. Вот. На этой площади я поставил сварку, подцепил массу. Кстати, сварка это полуавтомат, но она переключается на дуговую и можно пользоваться как дуговой сваркой и работает просто. Вот это вообще, ну, не сравнится с обычной дуговой. Кстати, он вполне недорогой, четкий, все ГОСТовский, ничего не нужно. Держак тоже нормально, все сварит, держит. Классно. Вот, удлиняйте. Также и массу можно удлинить. Запросто. Ну, а что больше всего по Ресанте, да, инструменту зашло, но я еще и много не работал, но больше всего мне понравилось, это вот эта малышка. Это торцовочная пила. Это вообще без комментариев. Супер, 5, 6, 10 вообще. Четко пилит. Все четенько. Где она была, когда я дверь устанавливал? Просто. Тем более взять вот такой аппарат, научиться устанавливать дверь. Сейчас просто поехать дверь поставить, сейчас стоит, по-моему, 2-3 тысячи. Это минимальная цена. Если все у вас необходимо есть, а это самое главное, можно так сказать. Вот что нужно, я не знаю, ну сколько там дверь? За час, пускай даже за 2 часа. За 2 часа вы получите 2-3 тысячи рублей. Нормально. 2-3 двери поставили, это сколько уже? 6-10 тысяч рублей. Вы это купите буквально за 2 шабашки и все. Она там стоила, по-моему, в районе 15 тысяч я ее покупал. Но идеально пилит, классно. Так, вот с помощниками как-то было так. Вот если кому интересно, ссылку там внизу оставлю. Это напрямую бренд Ресанта продает. Тем более на сайте намного дешевле, чем покупать где-то в магазинах. Намного дешевле, как и у Ресанты, так и Вихрь, что я покупал намного. Я приезжал, в некоторых магазинах завышает там чуть ли не в 2 раза. В этом я уже в последнее время, если честно, убедился. Я ребятам написал, если промкодик будет, прилетит, обязательно к этому времени я закреплю внизу. Вот, так что, если что будет, то, пожалуйста, пользуйтесь, еще сделаем вам скидку. Вот. Так, было как-то так. Что у нас здесь дальше? У нас уже здесь не то что завершающая, а наоборот открывающаяся часть. Что мы здесь делаем? В общем, я решил, что вот здесь я сделал дополнительное рабочее место. Не знаю, хочется, чтобы здесь было небольшое рабочее место. Буквально вот до отсюда. Вот. Ширина 50. Я не знаю, что здесь поставлю, но я вот чувствую, что я здесь должен находиться. Здесь, наверное, будет точильный станок стоять и вот эта точильная машинка небольшая. Вот, и мы будем здесь по мелочи. Дальше будет продолжаться уже стеллажи наши пошли. Вот они уже не по 60 сантиметров глубина. Снизу еще один будет стеллаж, мы половину разделим пополам. Вот. И, соответственно, вот эта вся стена будет тоже стеллаж. Еще 2, еще раз, 2. Еще либо 1 сделаем, либо 2. Вот. Я, наверное, думаю, сделаем 1, да? Широкий, а внутри, если что, мы дополнительно еще полочки какие-нибудь сделаем. В итоге будет у нас раз, снизу раз, 2, 3, 4 минимум стеллажа. Вот. И в эту сторону, я не знаю, будем поворачивать или нет. Возможно, мы здесь под диванчик оставим, потому что вот как-то просится.
Снизу тоже мы все забьем. Каркас я решил сделать из металлопрофиля, потому что это прочно, надежно, его не ведет. Как в отличие от дерева, с ним ничего не будет, он жесткий, прям хорошо. Единственное, мы здесь, соответственно, еще усилим. Положим, наверное, ОСБ. Вот, ну, где рабочее место, конечно, будет фанера. Если что, потом лист вырежем и сверху фанеру мы кинем, чтобы уже было нормально работать. Потому что если с ОСБ работать, то все быстро разотрется и начнет. Ну, соответственно, это же сами понимаете, щепки, опилки, и все будет отлетать. А фанера, она нормальная, у них приятная работа. Поэтому весь каркас, наверное, по всей мастерской тоже будет делать с металлопрофиль. Да, возможно, это не бюджетно, зато это надежно, это прочно, вот, и приятно работать. Поэтому сделаем, я же говорю, стеллажи вот где-то отсюда, чтобы свет нам не перекрывал нашу же покрасочную. Вот. И все будет нормально. Короче, поняли, да, как будет? Вот сюда, вот до сюда стеллажи. Вот здесь мы все материалом нашим забиваем. Здесь я еще не решил, пока делаю. Здесь маленькое рабочее место. Не знаю для чего, просто мне как-то во сне приснилось, что оно здесь должно быть. Значит, оно и должно быть. Вот, пускай будет. Я понимаю, что там мне еще будет много рабочего, но вот здесь приходится. С одной стороны, почему что плохо, что ли, вот здесь, если будет какой-то диванчик мини, да, или стол, к примеру, стоять, здесь какие-то мелкие свои вещи, да, делают. Что такое будет? И мое место. Что уже тут? Смотрю, губу раскатала там уже. Там ногти, наверное, делать. Может, я здесь студию открою. Такое смотрю, уже раз, она такое засматривается. Как многие говорили, о, здесь бы домик для отдыха был бы самый такой отличный. Но уже смотрю, там все места ищет. Там покрасочно, не твой дом. Я тебе тоже что-нибудь сделал. Смотрите, как быстро, да, все происходит. Тут раз-два не успеешь опомниться, и уже все. Тут уже будет женская, Я помните, говорил, что где зимний сад должен был быть, да? Там женщины пойдут, там уединятся, у них там своя движуха будет. Вот я чувствую, здесь тоже на это. Клуб такой-то, женский клуб сделать. А что там, фасад видели какой будет? Тут все будет чики-пуки, да? Все покрасится, все будет беленькое, светленькое, четенькое. Вот так вот, короче. Нормально, не знаю, потихоньку жгу переложу. Зато я сейчас все это сделаю, просто посмотрите, честно, мне стыдно вообще это все показывать. Хана, что тут творится, просто хана. Вот, все это должно лежать на полочках, свое место должно быть все чики-чики-чики-пуки. Сейчас я же говорю, я сделаю весь инструмент сюда, уберу, вот, и все, свободненько здесь уже буду продолжать работать, утеплять, вот, и заниматься уже отделочкой. Пополам я еще раз говорю, не знаю, конечно, хочется плитку, прям вообще, вот лапарать под дерево. А нет, скажет вообще, за 2000 рублей квадрат будет сюда в мастерскую. Нет. Ну посмотрим, если честно, я не смотрел, но вроде есть бюджетные даже 50 на 50 или 60 на 60 плитки. Вот в гараже старые были, и чтобы не скользили, да, в этом плане. Так, ну вот так нормально. Так что ты, забираешь? А что, под красное пальто? Ты же хотел красное пальто. Нет, классно. Четко. И в плане сделано очень качественно. Молодцы. Прям, не знаю, жалко мне их пачкать, у них работает. Вот, повешаю их аккуратно. Иди сюда. Потому что дует, я закрыла. Иди сюда, кабанчик. Кабанчик. Он тяжелый. Сколько весит? Ну, килограмм он, сейчас скажу. Килограмм 10-12 он точно весит. Но мы его взвесим, да? Взвесим? Очень поправился. Так, ладно. На этом хорошем. Мы в тот раз видео закончили с Баряном, в этот раз с малышом. Да, малыш? Малышовый собака. Вот. А с ним нормально все. Нигде он ничего не мерзнет, ничего не холодный, не голодный. Вот. А где его будет место, его корона, ну, в голове есть проект, скоро мы его потихоньку будем осуществлять, и вы плоды эти скоро увидите. Вот, да. Был такой один только комментарий, и он угадал, что будет. Он угадал, да. Вот, он посоветовал, что сделать.
На самом деле, у меня в голове то же самое было, так сделать. Вот. Этот человек, Наверное, этот человек догадался. он сказал, что будет вот так, и у него вот так, короче. Типа этот, ну ладно, я уже много намеков дал. Он уже спит. Единственный класс, что собаки, у них вот так шерсть нет. Нашего баряна сильно лезет. Жирнячок. Так, ладно, все вот было как-то так, мы от души поработали, много дел сделали потихонечку. Дальше продолжаем, вот, наводить здесь, делать Да, красоту. кстати, давай спросим насчет ушей. Кто-то написал. Я не знаю, мне как-то вообще все, стоят уши, нет, говорят, поставьте ему уши, чтобы стояли. Но у него обои этот. Другое дело, если бы одно ухо стояло, а другое висело. Вот. Ну, не знаю, может красивее будет как-то. Я не читал, даже не знаю, что это такое. Если знаете, обязательно да, напишите, что значит поставить ухи. Я так понял, это операция, да, или что? Ну, там же проволоку не всовывают, каркас там. Сладкий. Красивые у тебя уши, да, сладкие? Не, ну когда Красивые? стоят, наверное, красивее, да? Ну, наверное. Давай посмотрим. Малыш, подожди. Ну. Да он на кролика похож, а не на зайца. Так, поэтому как-то так. Ну все, будем заканчивать, да? Да. Все, надеюсь, вам было интересно с нами. Если было интересно, с вас лайкос, подписка, да. Вот, напишите что-нибудь хорошее, мы вам ответим тем же. Ну, напоследок, как всегда, пожелаем всего самого хорошего. Конечно же, главное, крепкого здоровья, счастья, мира, любви, да, и пусть, как всегда, как всегда, все у вас будет хорошо, да? Это тебе не барян маленький, этот уже большой, да? Ну, малыш с вами надолго не прощается, да? Все, спать. Да, скоро мы с вами обязательно увидимся. Всем счастливо, всем пока и берегите себя. Ручечки. I was wrong. The words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. 'Cause I'll be dancing on my own tonight. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that are hurtful. I was wrong. The words I spoke, I've been saying many things that are hurtful.